Добрый день, дорогие девы! Добро пожаловать на мой канал. И этот гороскоп на осень 2024 года. Да, осень силы, и это сентябрь, октябрь, ноябрь. И все-таки заглянем немножечко в декабрь, посмотрим, что же нас там ждет под Новый год. Да, ребят, не буду сильно заострять внимание на сентябре. Мы с вами в коридоре затмения, и про него я очень сильно рассказывала в гороскопе на сентябрь. Повторюсь лишь одно, что с этого коридора затмений мы с вами не выйдем обычными людьми, что-то в нас да изменится, у кого-то будут эмоциональные качели, кто-то почувствует полную отсутствие стабильности в своей жизни, кто-то почувствует даже апатию, страх, переживания. Но хочу сказать, что коридор затмений — это как раз-таки та самая история, которая и связана с нашими эмоциями, да, то, как мы реагируем на обстоятельства, которые случаются с нами. И здесь скажу вам, что реагируйте проще, реагируйте лучше, смотрите на будущее, ведь этот коридор затмений есть маленькая репетиция, повторюсь, весеннего коридора затмений, который случится с нами с 15 по 29 марта 2025 года. Поэтому, ребят, да, мы сейчас немножко репетируем тот самый переход, который нас ожидает. Ничего фатального, ничего такого, я бы так сказала, замудренного, философского нет. Просто сейчас мы готовим себе почву для будущего. И здесь, конечно же, ребят, понимаете, что у нас если уж мы говорим про кармические события, да, потому что коридор затмения — это всегда кармичные события, которые мы формируем уже сейчас, да. И у нас, не забываем, с 12 января кармические узлы переходят из оси Овна, Весов, в ось Рыбы, Девы. Да, мои дорогие, и этот момент я, конечно, скажу, что будет очень такой эмоциональный, поэтому эта осень силы начинается с этого коридора затмения. И да, то, какие смыслы вы для себя найдете именно ко 2 октября, как раз когда у нас будет новолуние, или же солнечное затмение, когда закончится этот коридор затмения. Поэтому, ребят, здесь, конечно же, делайте выводы, не останавливайтесь, идите вперед. Особенно хочу сказать, что это касается не только дев определенной декады, да, ребят, девы первой декады, кто родился в августе, девы второй декады, кто родился с 1 по 10 сентября, и девы третьей декады, кто родился с 11 сентября и до знака зодиака Весы. Вот такая градация, и скажу, что этот коридор затмений, конечно же, важен для всех дев, но очень сильно его, конечно же, будут ощущать именно девы третьей декады, потому что здесь и узлы кармические рядышком, я бы так сказала, фонят. Здесь и настроение такое эмоциональное. Нептун сейчас идет в ретроградном движении по рыбам и делает оппозицию к девам третьей декады, поэтому здесь такой эмоционально-депрессивный качели. Девы второй декады, Сатурн, идущий по рыбам, делает тоже оппозицию к вам и заставляет в прямом смысле пахать. Делать то, что не очень нравится, делать то, что дается с трудом, но делать. Там, закрывать какие-то сложные дела, которые не приносят ни прибыли, не повышают социальный статус, менять работу, отдавать долги, чтобы они не тянули вниз. Да? Здесь история, как говорится, трудного, я бы так сказала, быта эмоционального. Да? Поэтому не пылите, не агрессируйте, потому что на самом-то деле период после коридора затмения, то есть начало октября, будет достаточно такой агрессивный. Девам первой декады скажу, что именно в эту осень нужно начинать, а именно с этого коридора затмения, потому что у нас как раз-таки перед ним Уран вошел в ретроградное движение, начал пятиться назад. И значит, здесь, девы первой декады, вы чувствуете, как будто у вас в работе аврал, как будто перестали делаться дела, которые раньше делались вообще легко и хорошо. Все стало нестабильно, куда-то потерялись клиенты, кто-то стал зависать, в работе отваливается интернет, связи, коммуникации рушатся, люди друг друга не понимают, все идет не по плану. Это все, ребят, Уран. И я скажу так, что это тоже небольшая такая маленькая репетиция для вас, потому что
в следующем году, 7 июля 2025 года, у нас Уран поменяет знак. Он с Тельца перейдет из стабильного Тельца, перейдет в абсолютный, не сбалансированный, не гармоничный, не спокойный, не тихий, в очень быстрый, скоростной, резкий информационный знак зодиака Близнецы. И здесь скажу так, что все, что связано с работой с образовательной деятельностью, информационной деятельностью, коммуникациями, продажами в том числе, да, консультированием. Здесь все выйдет на новый уровень, да, то есть необходимо подстраиваться под новую реальность. Если ваша работа связана с этим, связана с общением, с контактом с людьми, то здесь, конечно, с передвижениями в том числе. В эту осень это такая небольшая репетиция того, что будет в следующем году, начнется летом. Поэтому, да, дорогие девы первой декады, здесь, конечно же, для вас такое необходимо, не скажу, что нужно бросать свою работу, все как раньше не будет, да, ребят, мы с вами идем в то время, и когда поменяют кармические узлы свой знак, мы идем как раз-таки в то время, когда как раньше не будет, нужно подстраиваться под новую реальность. Знаю эти фразы, наверное, со всех утюгов уже, да, но Уран это всегда про новое, то есть необходимо в своей работе внедрять нечто новое, какие-то новые аспекты, новые проекты, с помощью каких-то новых технологий, либо, возможно, новые соцсети, либо какие-то новые знания применять, да, то есть внедрить нечто новое и начать в этом приспосабливаться. Сейчас это такой момент, который не очень остро будет стоять, немножко, я бы сказала, поштормит, хотя если вы в ладах с Ураном, он у вас в натальной карте по умолчанию напряженный, то вы с детства привыкли, что у вас постоянно меняются планы, постоянно вы переключаетесь, и вас это даже забавляет, то есть вас это не выводит, я бы так сказала, не выбивает из колеи. А те, кто к этому не привык, ребят, здесь история того, что постарайтесь внедрить в эту осень как раз-таки нечто новое в своей работе, и тогда будет получаться все лучше и лучше, да? Вот такая история начинается у нас в этот коридор затмений, и она продолжится в октябре. Итак, 2 октября у нас заканчивается коридор затмений, еще 3 октября мы все это будем чувствовать. Коридор затмений у нас закрывает солнечное затмение, которое это же и новолуние, оно будет у нас в знаке зодиака Весы. И эта история про то, что, ребят, да, эмоциональный период пройден, мы поняли, что где-то нас штормит, где-то нас задевает, каждый почувствовал свою уязвимость. Девы всех декад тоже почувствовали, кому стоит напрячься, кому стоит поработать. Но скажу, что этот коридор затмений, как и все коридоры затмений, они больше эмоциональны. И это больше про то, как мы реагируем вообще на события, и на основе своих эмоций мы прокладываем себе будущие истории. Сказать, что девам 3-й декады будет очень сложно. Нет, ребят, здесь скажу так, что, конечно же, сложновато, здесь будет история эмоциональных качелей от Нептуна, от Юпитера в том числе. Юпитер будет проверять дев 3-й декады, будучи сейчас в Близнецах, но при этом здесь тот же самый Уран и Плутон, которые делают потрясающие трины к девам 3-й декады. Ребят, еще раз хочу сказать, что коридор затмения, да, но если вы будете делать, если вы будете включать креатив, экстраординарности, новые дела в работе, это девы 3-й декады, да? Если вы начнете строить бизнес, работу, карьеру, повышать свой социальный статус и работать над своим будущим, тогда для вас этот период и осень в принципе сложится очень даже хорошо. Если утопать в депрессиях, переживаниях, боже мой, как не получилось, если смотреть на других и не делать, что хочется самому, тогда, конечно, будет сложно. И октябрь пройдет тогда сложно, потому что хочу сказать, что неделя после коридора затмений может быть эмоционально напряженной, депрессивной и тому подобное, потому что здесь все-таки у нас еще и Меркурий, ваш управитель, идет по весам, и это тоже внутренние качели. Здесь еще в соединении с Лилит, когда страшно, когда мы не можем из себя выдавить там то, что нам нужно для развития, плюсом еще ваш управитель в квадратуре с Марсом, да?
Поэтому здесь захочется попылить, захочется поругаться, разрушить отношения, связи, ну, в общем, скандалить с близкими, потому что Марс у нас на эту осень зависает в раке, да. Поэтому здесь, ребята, история того, что это касается дев и третьей декады, и второй, и дев первой декады, да. Дев второй декады, здесь история того, что, да, нужно потрудиться, ребята, будет хорошо, ну, здесь нет другого варианта, да, но при этом тот же Марс будет давать вам силу, мотивацию, действия, если вы захотите это делать. Девы первой декады, ну, ребят, постарайтесь внедрять через, я не знаю, свои внутренние сопротивления нечто новое. Вам может казаться, что вы уже много раз это делали, но повторение мать учения, и не бойтесь пробовать новое, не бойтесь себя проявлять, потому что Уран как раз-таки, когда он в квадратуре, он, я бы так сказала, задает нам такие полюшки и возможности, если мы, конечно, с ним работаем, да, то есть начинает получаться, несмотря на напряженные аспекты. Поэтому, ребят, скажу вам так, что история того, что вы мне скажете, что октябрь будет еще такой же напряженный, как и сентябрь, ну нет, ребят, кто делает, у того будет хорошо. Да, первая неделя после коридора затмения у нас и Венера в оппозиции с Ураном, да, и в этот же момент у нас Меркурий в квадратуре с Плутоном, то есть это период с 9 по 20 октября, и о чем этот вообще период, да, это история того, что хочется выйти из отношений, хочется разрушить свои контакты, сказать: все, я устал, я ухожу, мне надоело тебе терпеть, ну, потому что Меркурий, когда находится в квадратуре с Плутоном, эта история всегда про выяснение отношений. Венера в оппозиции с Ураном — это всегда про том, что я хочу максимально проявить свою свободу. Свободу в финансах, свободу в отношениях, свободу, как я могу проявить себя, внешний облик в том числе. Поэтому здесь делов можно наделать сколько угодно. Но было бы прекрасно, конечно же, на этих аспектах Венера-Уран не тратить деньги, наоборот, копить. Этот момент временный пройдет, в конце октября уже будете тратить. Меркурий-Плутон в квадрате — это история про выяснение отношений, манипуляций. Здесь, кстати, очень хороший аспект для того, чтобы учиться, для того, чтобы копаться в каких-то в сложных знаниях, где раньше не получалось разобраться. Можно, конечно же, я бы так сказала, достать свои какие-то старые труды, в которых вы не могли раньше ничего понять, и очень классно писать, например, какой-то сложный текст, делать, в общем, с информационным пространством и знанием все, что раньше было тяжело, на этом аспекте прекрасно. Это после коридора затмения у нас с 9 по 20 октября. Да, ребят, между этим делом у нас еще на небе будет полнолуние. Полнолуние у нас будет 17 октября, и оно у нас будет в Овне. Что скажу? В этот момент у нас еще Солнце будет в квадратуре с Марсом. И это такая, знаете, история, которая на самом-то деле очень сильно хорошо расшевелит дев. Здесь история про активность, про действие, про... Можно, конечно, сказать и про агрессию, да, потому что агрессивным, получается, нам быть проще всего. Ну, то есть мы люди такие существа, когда у нас не хватает терпения. Девы, вот если вы живете по Солнцу, меня часто спрашивают, как смотреть ваш гороскоп: по Солнцу, по асценденту или по Луне. Ребят, по Солнцу надо смотреть, и жить надо по Солнцу, только тогда вы станете тем самым знаком зодиака, только тогда у вас будут силы, вы проявите и наработаете в себе те самые качества, которые вам необходимы для того, чтобы преодолевать самые сложные трудности в жизни, и только Солнце способно раскачать это. Смотреть по асценденту бессмысленно, хотя если вы хотите поднять охваты, вы можете смотреть по асценденту, по Луне, по каким-то любым другим вообще указаниям, которые вам кто-то где-то когда-то сказал. Я же вам говорю, смотрите по Солнцу и живите по Солнцу, и тогда вы не будете тратить много времени на вот это отвлечение. Потому что когда вы смотрите по асценденту, это влияние идет только на вашу
личную жизнь, то есть на ваши брачные отношения, на ваши отношения на работе, то есть все договорные отношения, которые есть в вашей жизни. То есть вот такое влияние по асценденту. Влияние по Луне, если вы будете смотреть гороскоп, то вот если вы в своей жизни дальше определенных, я не знаю, дня сурка не вышли, то есть ваша жизнь состоит из обыденности, обычных привычек, из того состояния проснулся, поел и заново лег, я бы так сказала, как сурок, валяться на диване, ничего такого нового не делает, вы не идете в развитие, вы не идете в продвижение, вы не идете в большую социализацию свою, не реализовываете свои амбиции, мечты, желания, тогда по Луне будет, вы будете смотреть все по Луне и будете говорить, вообще все сбывается, вообще прям все получается. Но я говорю, живите по Солнцу и нарабатывайте свои солнечные качества Девы, потому что стабильный, заземленный, потрясающий умный, интеллектуальный знак, у которого много талантов, усердия, терпения для того, чтобы из своей жизни сделать ту жизнь комфортную, которую вы для себя хотите. Поэтому вот такое небольшое отступление было. Я же рассказываю, продолжаю про солнечных Дев. И здесь, да, у нас полнолуние в октябре будет достаточно агрессивно эмоционально, потому что именно после этого полнолуния начинает очень четко сходиться как раз-таки оппозиция Марса-Плутона. Оппозиция Марс-Плутон – это аспект либо разрушения, либо большого бизнеса. Как повлияет это полнолуние на Дев? Да, отлично, ребят, повлияет. Хороший трины секстили к вашим, я бы сказала, знакам, поэтому, к вашим декадам вашего знака, да, поэтому делайте, внедряйте, не сидите на месте, не утопайте в депрессивном состоянии Девы третьей декады, Девы второй декады, понимаете, что пришло время потрудиться, очень хорошо подключайте интеллект, знания, потому что здесь я скажу, что на момент этого полнолуния Меркурий в прекрасном трине с Сатурном, который вроде как заставляет трудиться Дев второй декады, да, но вот если подключать, я бы так сказала, знания, мудрость, интеллект, коммуникацию, то будет получаться гораздо легче. Не бойтесь работать со сложными знаниями, со сложными людьми, не бойтесь до конца настоять на своем. Это и про это полнолуние, вообще в принципе и про октябрь, да, Девы второй декады. Девы первой декады, ребят, нужно начинать идти в новое, нужно идти, я бы так сказала, в работе, не заострять внимание, как было раньше, просто постараться отключить вот свой старый бэкграунд, да, и идти в нечто новое, не бояться пробовать, зная, что Дева стабильный знак, но все-таки нечто новое было бы желательно внедрить, и будет тогда очень-очень хорошо. Здесь, конечно же, Юпитер вам тоже поможет, он ближе приближается, конечно же, уже с каждым месяцем осенним к Девам первой декады, и будет такое ощущение, что все сложится все-таки хорошо. Ребят, все на самом-то деле и будет складываться хорошо, главное начинать действовать, да. Идем дальше. У нас с вами после полнолуния, говорила уже про точный агрессивный аспект, начинает съезжаться оппозиция Марса-Плутон, очень агрессивная, которая будет действовать не один, я бы так сказала, день, неделю, почти месяц будет на небе. Поэтому, дорогие девы любой декады, для вас это правда осень силы, начинайте действовать, внедрять, даже если вам кажется, что почва уходит из-под ног, но все те креативные идеи, мысли и смыслы получится реализовать. Здесь, конечно же, ваш интеллект вам в помощи, я надеюсь, вы им занимались, не сидели на месте. У нас последняя неделя октября, на небе складывается аспект Венера в квадрате с Сатурном, и это история того, что, конечно же, Венера-Сатурн – это всегда про хочется поскупиться не только в финансах, но и в эмоциях. И эта история, я бы так сказала, на финансы сложится очень даже хорошо, на этом аспекте получается очень даже неплохо заработать, наоборот, сохранить финансы, при этом плодотворно работать, да? Получится хорошо заработать на творческой деятельности, на мудрости, можно так сказать, на сложных знаниях, в том числе на нише
культура, искусство, музыка, творчество в том числе. Поэтому здесь, дорогие все те, кто работают, я бы так сказала, с культурой и искусством, получится очень даже хорошо. Получится заработать также на личном бренде. Да? И если сможете перебороть свои страхи, это относится. Сложнее всего будет девам второй декады в этот период. Это последняя неделя, я бы так сказала, чуть больше недели, это с 21 октября по 3 ноября, да, у нас будет на небе этот аспект. И здесь сложнее всего будет девам второй декады в этот момент, потому что, ребята, будет казаться, что есть такое, не хватает такого масштаба, не хватает такого простора, да, потому что Сатурн все-таки притормаживает, и для вас эта история будет на квадратурах, на оппозициях, да. Поэтому девам второй декады будет сложнее это сделать, девам первой и третьей будет хорошо на этом получаться, в принципе, заработать. Но, ребят, не скажу, что девам второй декады это будет невозможно. Нет, сложнее. Не невозможно, да, но зато эффект от достигнутого будет гораздо ярче. Что касается этого аспекта проявления в личной жизни, то будет казаться на самом-то деле, что любовь прошла, хочу развестись, хочу новых эмоций, хочу нового партнера, более такого яркого, более такого интересного, потому что Венера в этот момент будет идти по Стрельцу, а здесь, естественно, хочется больше красивую картинку, чем начинку. И здесь история, конечно, дорогие девы, неважно, какой вы декады, задумайтесь, подумайте, остановитесь, не творите, я бы так сказала, тех действий, о которых вы можете пожалеть. Этот аспект пройдет, и пройдут эти эмоции, да. Поэтому скажу вам, что момент этот временный. Закончится он у нас, я бы так сказала, 1 ноября у нас будет новолуние. Новолуние у нас в Скорпионе 1 ноября, и под самое новолуние у нас с 28 октября, конечно же, начинают уже схлапываться аспекты. Это точная оппозиция Марса-Плутона, то есть вот у нас почти вот 2 недели октября она шла, да, и вот только начинает складываться к этому новолунию. Плюсом у нас еще Венера в оппозиции с Юпитером. Помните, только что говорила, Венера в квадратуре с Сатурном, сейчас будет Венера в оппозиции с Юпитером, и эта история вся будет у нас длиться до 9-10 ноября. Но попадают эти аспекты как раз-таки у нас на новолуние. 1 ноября новолуние у нас в Скорпионе. Да, ребят, скажу, что с такими-то достаточно мощными, активными аспектами, плюсом еще, конечно же, у нас еще идут здесь Меркурий в оппозиции с Ураном, да, очень много интересного на небе. Это все, что я сейчас перечислила, да. Вот если вы не занимаетесь астрологией, меня на самом деле смотрят те люди, кто занимается астрологией и кто вообще в этом не понимает, поэтому, ребят, рассказываю сразу для всех, потому что, ну, правда, я надеюсь, вы понимаете, что невозможно вести множество каналов для тех, кто изучает астрологию, для обычных людей, да, поэтому, ребят, здесь вот получается вот так, нет другой запасной жизни на другой какой-то канал, да, поэтому... Что скажу, что это все аспекты, которые я сейчас перечислила, они на самом деле очень сильные, очень мощные. Собственно, поэтому этот гороскоп и называется «Осень силы», потому что необходимо здесь проявить всю силу и мудрость в этот период. Да? Скажу, ну, я думаю, вы люди все взрослые, вы понимаете, что ноябрь никогда не был, в принципе, в наших жизнях во многих таких достаточно простым месяцем. Да? И здесь история того, что у нас так прямо заставляет жизнь выработать стойкость по всем фронтам, потому что Венера и Юпитер в оппозиции, это когда мы недовольны своей личной жизнью. Да? Как этот аспект будет проявляться на дев? Ну, скажу, ребят, что девы второй декады почувствуют внутреннее негодование, претензии к своим вторым половинкам. Как этот аспект повлияет на дев первой и третьей декады? Я скажу, что более-менее нормально. То есть вы будете ощущать, что слава богу, что у меня все вот так хорошо. Хорошо, что в принципе, да, есть сложные моменты, но плюсы тоже есть. Это именно про Венера и Юпитер.
Девы второй декады будут всячески предъявлять претензии, ругаться и говорить, кто не прав в отношениях. Ребята, этот момент тоже пройдет. Меркурий в оппозиции с Ураном. Как сложится на Дев? Меркурий, Уран — это всегда, когда мы думаем, что мы самые умные. Когда все начинает очень быстро двигаться, когда мы начинаем ругаться с контактами, наши контакты начинают рушиться, потому что мы не можем найти общий язык, контакт, либо мы боимся идти вперед в будущее, в развитие. Как это сложится вообще на Дев? Девы первых декады будет штормить, вот прям реально, будет сложно, но при внедрении новых проектов в работе будет хорошо, при достаточной коммуникации в личной жизни тоже будет хорошо, да, здесь не будет такого раздрая. Вообще Меркурий и Уран — это планеты знания, интеллекта, думающих людей, поэтому в личной жизни Девы первой декады я бы на этот момент времени вам все-таки бы сказала, постарайтесь отключить мозг для того, чтобы не ругаться. В работе полностью погрузиться в работу и от личной жизни немножко отойти, чтобы не выносить, вот я бы так сказала, ссоры из избы. Этот момент пройдет недельку, две, и это пройдет, да. И не забываем, что у нас еще и новолуние, когда нам хочется начать с чистого листа, а чистый лист, он вот такой очень даже активный. На Дев третьей декады прекрасно повлияет этот аспект. Ребята, внедряйте новое, тусуйтесь, двигайтесь, передвигайтесь, можете съездить куда-то, новый капитал связи себе нарастить. На Дев третьей декады прекрасное здесь, я бы так сказала, активное движение. Точно так же, как и Марс, Плутон. Я вам серьезно говорю, что здесь полностью уже будет все то, что вы боялись сделать в коридор затмений в сентябре, то, что вы раскачивались в октябре, вот в ноябре вот с этим новолунием к вам придет большая мощь, силы и осознания Девы третьей декады, как раз таки для того, чтобы мощно делать, придут вот такая вот силушка, вы скажете вам, ну вот оно наконец-то, поэтому берите все свое самообладание и делайте. Здесь вам все планеты помогают, и Плутон, Марс, и Уран, и Меркурий. Поэтому, ребят, скажу так, что Девы третьей декады, ну, нехорошо будет сидеть и тратить это время. Конечно, этот период можно просто прожить как обычные яркие тусовки в своей жизни, да, но после того, как этот период пройдет, ничего не хочу говорить, но в конце ноября у нас просто снова ретроградный Меркурий, ребят. Да, и здесь хотелось бы, конечно, чтобы максимум своих действий и усилий вы начали внедрять в ноябре. Сами же себе спасибо скажете. Да, вот такой мощный у нас запускается цикл, я бы так сказала, амбиций, реализации с этим новолунием, который будет у нас 1 ноября. Новолуние в Скорпионе даст очень большую мощную силу девам. И здесь, ребят, конечно же, внедряйте, делайте. По 10-100% ноября это самые сильные аспекты, самый очень классный, удачный период для максимальной реализации. Дальше у нас 15 ноября это полнолуние. 15 ноября полнолуние у нас будет в Тельце. И скажу так, что в это полнолуние Луна будет в соединении с Ураном. Луна в соединении с Ураном. И это всегда про желание освободиться, желание сделать нечто новое, желание разрушить все старое, желание выйти за рамки, то, что себе раньше не позволял. Прекрасно будет действовать этот момент на, я бы так сказала, Дев третьей декады. Девы второй декады тоже будут ощущать, я бы так сказала, мощь, силу и активность. Девы первой декады будут думать, как будто все случилось, и будет такое эмоциональное полнолуние для вас больше, ребята. Поэтому здесь, если же все-таки вы бездействовали в октябре и в первой половине ноября, то для вас это полнолуние в Тельце, да, в соединении с Ураном, будет сложновато. Сложновато будет принять нечто новое, входящее в вашу жизнь, потому что это будет идти вразрез с вашим пониманием мира и ощущений. Сказать, что нечто фатальное, сложное, ужасно будет происходить, нет, ребят, просто остается совсем мало времени. У нас в конце ноября включается ретроградный Меркурий, в начале декабря у нас
включается ретроградный Марс, и вот уже начало января кармические узлы меняют знак и переходят как раз-таки на ось рыбы, девы. И здесь, ребят, просто, я бы так сказала, необходимо все-таки уже решать и решаться для того, чтобы жизнь приобрела тот самый оттенок, который вы хотите. Очень много силы, очень много действий, плацдарма вообще для действий в жизни. Если же вы, дорогие девы, решитесь, будет хорошо. Если нет, то, конечно же, найдется место для депрессии, для уныния, для тусовок, которые с течением времени вы скажете: эх, жалко, что время было потрачено совершенно не на то, что потом принесло мне тот самый финансовый выхлоп, да. Идем дальше, ребята, у нас вторая половина ноября, и здесь скажу, что история того, что было бы классно нам всем расслабиться, отдохнуть, конечно же, да. Я не скажу, что вот даже ретроградный Меркурий, который начнется с 26 ноября, он будет каким-то очень сложным, ужасным, напряженным. Ну, для дев третьей декады, вот этот период ретроградного Меркурия, ретро-мерк у нас будет с 26 ноября по 15 декабря. Сложный этот период будет для дев третьей декады, да, ребят, потому что момент такой сложной коммуникации, момент выяснения отношений, плюс Меркурий еще будет в Стрельце, когда мы сами все лучше знаем, и не надо нам вообще говорить, что нам делать. Это обычная такая реакция, которая будет у дев третьей декады в этот период. Для дев первой декады этот период, кстати, очень свяжется даже хорошо, поэтому здесь при внедрении нечто нового в работе, еще раз повторюсь, и при должной коммуникации, этот период ретроградного Меркурия для вас, дорогие девы первой декады, сложится очень даже хорошо. Поэтому здесь, конечно же, внедряйте все то, что вы хотели. Главное, научитесь договариваться. Вот скажу, что для дев первой декады этот ретроградный Меркурий будет как раз-таки моментом улучшить свои переговоры, поставить, я бы так сказала, на поток, на стабильность, все свое внимание и активность в информационном поле. Уметь договариваться, умение быть умным, мудрым в делах, в работе, в публичности, в поиске знаний. Вообще хорошее время для дев первой декады съездить в командировку в том числе, заняться нечто новым, интересным, мудрым, что вот дает фокус и план развития. Просто проверяйте документы лишний раз, понимаете, что люди вокруг могут немножко сбоить все-таки ретроградный Меркурий, но Меркурий в Стрельце, он по-своему такой гениальный, мудрый, и при сбое в коммуникации все-таки может найти выход. Для дев первой декады прекрасный период, для дев третьей декады сложноватый период. Здесь нужно вот отключать момент того, что я самый умный, я знаю, как мне надо делать. Вот это, я бы так сказала, вот установочка будет очень сильно мешать. Но для дев второй декады этот период будет, я не скажу, что пройдет какой-то очень сложный, очень удачный, по крайней мере, ребят, напишите свои натальные карты, дата, время, место и вопрос, связанный в период ретроградного Меркурия. Может, вы запланировали какие-то очень важные срочные дела, и вы боитесь, что ретро-мерк у вас что-то испортит. Я вот такого не скажу, потому что именно в период этого ретроградного Меркурия здесь еще Венера будет идти по Козерогу, и для вас будет очень классный такой приятный период, связанный с финансами, связанный с любовными отношениями, да? Несмотря на то, что Сатурн все-таки заставляет здесь трудиться, но все-таки эти труды потом окупятся, ребята. И все-таки Сатурн уже перестал в этом ноябре быть ретроградным и уже начнет идти в директное положение, поэтому все те сложности, которые были связаны с Сатурном для второй декады дев, закончатся, ребята. Вы уже будете трудиться в своем обычном монотонном периоде, идти вперед, и работа над ошибками уже, я бы так сказала, уже не будет так сложно. Знаю, как вот напрягает вот Сатурн, когда еще особенно идет в оппозиции к Солнцу. Это такое внутреннее одиночество, опустошение, когда, казалось бы, сил уже не осталось. Но, ребята, девы второй декады, знаете, что вы сильнее, чем вы думаете.
Идем дальше, ребят, у нас начало, на самом-то деле, начало декабря. Не могу не рассказать про декабрь, потому что все-таки логически немножко заглянуть, чтобы вы до конца спланировали 2024, и этот период такой. 1 декабря, ребят, у нас с вами на небе будет новолуние. Новолуние в Стрельце. Как сложится этот период на Дев? Да, ребят, нормально сложится это новолуние. Здесь, конечно же, все тот же старый, добрый и недобрый Сатурн. Понимаете, Девы второй декады, что идет он уже в директном положении. Здесь еще у нас не дошел и не начал работать ретроградный Марс, да, потому что он у нас начинает с 7 декабря и почти на 3 месяца он у нас уходит в ретроградное движение. Но в принципе, дорогие девы, если вы сделаете себе вот такой план, если вы себе стабильную, я бы так сказала, вот распланируете вот эту зиму, то тогда получится очень даже хорошо. Но на начало декабря у нас Марс перешел уже во Льва. И здесь история того, что новолуние с 1 декабря открывает очень даже новые горизонты для Дев. Именно вы сейчас скажете, почему, да, но для Дев 3 декады получится больше таких смыслов глобальных, мощных и интересных. Да, скажете мне, что вот как-то вот сложновато, да, но тем не менее, здесь еще и Марс будет, я бы так сказала, помогать. Девы 2 декады. Нужно подключить мудрость. В коммуникации в том числе нужно подключить мудрость с близкими, любимыми отношениями, да. Ну и Сатурн все-таки становится, я бы сказала, в квадратуру с Юпитером, а это аспект такой, который, ну, сложно будет Девам 2 декады. Да, ребят, Юпитер всегда проверяет нас, это будет квадратура к вашему Солнцу, когда завышенные ожидания, вот если вы ничего не делали осенью, ну, то есть в октябре, в коридор затмения не сделали смыслов, в октябре бездействовали, в ноябре тоже думали, что как-то оно само срастется, то здесь Юпитер, он все-таки, который в ретроградном движении идет, да, вот будет проверять на ожидание и реальность. Вот то, ради чего хотели, да, достичь, ради чего хотели потрудиться. Здесь, конечно же, будет ощущение недовольности, ощущение, что все вокруг мне что-то там говорят, оно мне не нравится, да. Захочется предъявить претензий очень много. Поэтому здесь постарайтесь все претензии предъявить себе. Почему вы бездействовали в этот период, отрезок времени, ничего нового не внедрили в свою жизнь, да? Не внедрили ни контакты, ни связи, ни знания, ни поездки, ни путешествия, которые расширяют ваш кругозор, да? И это такой момент, который будет, я бы так сказала, сложный к осмыслению, к пониманию, но очень важный. Еще раз напомню, ребят, кармические узлы меняют знак с 12 января, и декабрь — это такой, я бы сказала, финальный месяц для Дев, вообще в принципе любой декады, который говорит, что надо бы поделать, надо бы, конечно, уже прийти к той жизни и начать ее делать, реализовывать. Но скажу так, что новолуние, конечно же, 1 декабря у нас такое активное, нацеленное на будущее, на план, да, и здесь, конечно же, Девам любой декады, я бы сказала, в это новолуние составить себе такой мощный, большой, жирный план. Конечно же, у нас еще будет новолуние до смены кармических узлов, но эта история как раз-таки про то, что нужно составить план на будущее. Если плана нет, если цели нет, то получается, что вы фактически никуда не идете. И эта история такая будет в прозябании, когда придут кармические узлы, да, в ваш знак, вы почувствуете, что от вас, как будто на вас весь мир смотрит и просит, ну вот, от чего-то отказаться, потому что южный узел будет идти как раз-таки по Девам, и это, ну, история про то, что необходимо отказаться будет от своей гордыни, да, то есть южный узел будет проходить солнышко в каждом градусе, а солнце — это всегда наше я, наше
реализация, наша гордость, гордыня я бы так сказала, на том уровне, если вы не проявляетесь, потому что если вы не идете в свое развитие, почему вы не идете в свое развитие, почему вы не становитесь на ступень выше, да, в своей личной эволюции. И, ребят, скажу так, надо начинать действовать для того, чтобы зима 2024-2025 сложилась лучше, чем хотелось бы. Кстати, если вы смотрели гороскоп на 2025 год, вы понимаете, о чем я говорю. Если вы не смотрели, в конце видео обязательно прикреплю. Посмотрите, гороскоп на 2025 уже вышел, и он такой большой, мощный, прям запаситесь часиком времени, потому что для вас этот год будет непростым, будет очень мощным, где-то сложным. Просто потому что нужно вот сейчас осенью, я бы так сказала, сделать свой максимум, сделать больше, чем от вас просит жизнь, сделать больше, чем вы, например, планировали. Вот чувствуете, что надо сделать так, делайте, ребят. Потому что новолуние, 1 декабря новолунием, конечно, мы все составим план, нарисуем себе красивое будущее. Кто-то, я не знаю, себе там составит карту желаний, кто что любит, да, у кого какая планета сильнее в натальной карте. Но с 7 декабря уже сил на реализацию будет не столько много. Да, 7 декабря у нас на небе становится ретроградный Марс, который будет в оппозиции с Плутоном в соединении с Венерой. И эта история, которая начнется как раз-таки, Марс будет во Льве. И для дев 3 декады будет очень дерзкая, я бы так сказала, энергия и посыл. То есть у вас будет наоборот сила, мощь достигать финансы, зарабатывать, проявляться, быть яркими, быть публичными. Девы 2 декады такой силы не будет. Здесь будет наоборот еще у нас, скажу, что ретроградный Меркурий, будет такое ощущение внутренних претензий. Поэтому, мои дорогие, пожалуйста, понимайте, что хотелось бы, чтобы у вас все было хорошо. Но здесь и Юпитер в оппозиции с ретроградным Меркурием будут давать четкие квадратуры к вашим солнышкам, и вы будете в состоянии недовольства, а сил что-то делать столько не будет, да? Потому что Марс уходит в ретроградное движение. Девы 1 декады, ребят, реализуйтесь, для вас будет складываться хорошо еще и этот доходящий ретроградный Меркурий и Юпитер. Внедряйте нечто новое, все будет хорошо. Да, сложно, да, аспектов много, эмоций много в том числе, потому что все-таки придет уже 25, в этом году скажу, что 2025 мы начнем все ощущать как раз-таки с перехода кармических узлов, который состоится 12 января 2025. Здесь история того, что необходимо нам всем с вами будет пересмотреть свою жизнь, неважно, к какому знаку зодиака мы относимся, да, но эта история однозначно про то, что мы хотим жить как-то по-новому. 31 декабря у нас будет новолуние будет в Козероге. Это новолуние прекрасно скажется на дев именно 2 декады, будет ощущение, что ну вот, наконец-то оно стабильность, вот оно, наконец-то та энергия, которая мне хочется. Так мы будем с вами закрывать 2024. Но про декабрь и про зиму я расскажу еще больше и дальше. Но а сейчас пока скажу, если подводить итоги, дорогие девы, то осень 2024 для вас, неважно, к какой декаде дев вы относитесь, это тот момент времени, в котором нужно усиленно над собой поработать. Поработать над отношениями, да, в какие-то периоды необходимо над ними поработать, для того, чтобы не создать себе конфликтов. В каких-то моментах нужно именно навести порядок и в коммуникации, для того, чтобы грамотно построить свое общение в окружении. Но по большей части аспекты, которые я вам говорила, это аспекты заточены на освоение новых знаний, на поиски, возможно, новой работы или внедрение новых проектов в своей работе. То есть нужно начинать заниматься нечто новым, начинать внедрять в свою жизнь нечто новое и не бояться.
Я знаю, захочется вот отсидеться на скамейке запасных, сказать, что страшно, сказать, что не получается. Ребят, так бывает. Не у всех получается с первого раза. Главное начать. И здесь я скажу, что для дев в разные декады будет складываться свое напряжение определенное. Сложнее, конечно, всего с нечто новым девам первой декады, да, потому что здесь внутренние противоречия. Девам второй декады, но они просто уже устали от этого Сатурна, который наконец-то в 2025 уйдет уже от дев второй декады, да, и весной уже перейдет 2025 к девам и будет уже, я бы так сказала, заставлять плотно трудиться дев третьей декады. Поэтому, ребят, вот забегая вперед, да, скажу, что девы третьей декады, которым сейчас дается все мощно, активно, амбициозно, если вы, конечно, не вот остаетесь в унынии, в депрессивном состоянии, вам будет даваться сейчас хорошо, легко. Потому что и зимой, и весной 25-го, конечно, Сатурн перейдет и будет вот прям очень сильно, мощно, напряженно, плодотворно заставлять трудиться. Скажу в целом, что в принципе, если рассчитать свои силы, если захотеть изменить свою жизнь, я не вижу ничего такого фатального, сложного. Сложно будет как раз-таки тем, кто решил не идти в будущее, не идти в развитие, потому что, ребят, скажу так, что мы с вами плавно движемся в совершенно другой мир, и если вы смотрели мои прогнозы ранее, кто смотрел меня еще давным-давно в Инстаграм, я говорила, что 2023 и 2024 года это такие года, когда мы будем с вами отсиживаться на скамейке запасных. Но если мы будем подготавливать себе плацдарм для развития, то 2024 не будет таким сложным, необычным и, я бы так сказала, тяжелым на новые события. Мы будем воспринимать их спокойно, потому что мы подготовлены. Поэтому еще раз скажу, дорогие девы, будьте подготовлены к событиям 2025 года, чтобы они прошли у вас очень даже хорошо. Потому что здесь без ваших сил, трудов, знаний и коммуникаций ничего не получится. Я могу говорить сколько угодно, подбадривать, мотивировать, но здесь необходимо действовать. И здесь, конечно же, планеты, которые заставляют и напрягают, это все только для того, чтобы вы действовали. Да? Не скажу, что это сложный, фатальный, мучительный гороскоп. Нет, ребят, просто надо делать и идти вперед, потому что напряженные события случаются в нашей жизни, когда мы засиделись. Не потому, что мы люди плохие, нет, потому что мы боимся идти в развитие. Идите в свое развитие, и все у вас будет хорошо. И этот гороскоп как раз-таки осень силы говорит о том, что нужно действовать. Идти в то самое будущее, в которое вы хотите. Вы знаете, чего вы хотите, ту самую жизнь, интересную, яркую, стабильную, интересную и комфортную, что немаловажно. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам прекрасной осени. Кому нужно, пересматривайте гороскоп. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео. Постаралась максимально компактно и быстро рассказать про эти 3 месяца, но как получилось, ребят. Я желаю вам прекрасной, активной, амбициозной осени. Будьте сильными, становитесь сильнее, закаляйте свой характер, и все будет на самом-то деле хорошо. Пока-пока.